Мои гости все в один голос сказали, что это был наивкуснейший торт, поэтому смело пользуйтесь рецептом с предыдущего видео. Всем привет! Сегодня я буду оформлять торт на свой 34-й день рождения и, как обещала, буду в оформлении использовать японский заварной бисквит. Итак, приступаем к оформлению торта. Оформление торта, как всегда, начинаем с выравнивания. Использую я творожный крем. Торт полностью готов. Я его выровняла окончательно и в холодильник еще не убирала. То есть красителю он все равно ляжет на этот крем, даже не застывший. А вот японский бисквит, который я буду сегодня использовать для оформления боковин этого торта, он как раз прилипнет хорошо к незастывшему крему. Окрашивать я буду сухим красителем. Вот такой вот у меня есть краситель золото. Хотела сначала перламутр использовать, но решила, что вот золотишко немного захотелось. Здесь у меня водка. Окрашивать я буду аэрографом. Если вы даже не всю жидкость использовали вот такую золотую, ничего страшного, водка испаряется и остается вот такой вот золотой налет в чашке. Потом также опять добавляете водки, разбавляете, и опять краситель готов к применению. И вот хотела еще показать, вот такой вот перламутр есть. Я его еще не использовала, но все хочу попробовать на каком-нибудь тоже женском торте. Очень красиво, мне кажется, будет переливаться. Краситель залили в пистолет. И можно начинать работать. Пробуем, как всегда, на бумаге. Кстати, хотела бы вам напомнить, что в конце месяца у нас будет как раз-таки розыгрыш этого краскопульта. И хотела вам сразу сказать, что обязательно после каждого использования пистолет промывайте. И прежде чем окрашивать заново торт, обязательно пробуйте на бумаге. Вот видите, в пистолете остался краситель, остаток, хотя я промывала его, чтобы не испортить торт. Окрасили торт, и теперь можно приступать к вырезанию из японского бисквита бортиков для боковины торта. Это японский заварной бисквит, рецепты я его давала, процесс приготовления также есть на канале, ссылка будет в описании. Единственное, что я добавляла краситель сегодня спелый персик Кейкалорс водорастворимый. И вот такой вот персиковый цвет и получился. Мне этот цвет очень понравился, реально персиковый цвет. И вообще красители Кейкалорс, особенно вот из новой палитры, они полностью все совпадают с названиями, то есть цвета совпадают с названиями красителей. Теперь мы выкраиваем полоски нужной ширины. Так как мне необходимо, чтобы боковина торта немного выглядывала из-под японского бисквита, у меня будет чуть ниже. Он получается где-то на 9,5 сантиметров. Мне нужно полоски вырезать. И вот что я сделала. Когда мы заворачиваем бисквит в пленку, то у нас прилипает вот эта вот верхняя корочка, которая у нас у бисквита была, она полностью прилипает. Вот это вот у меня обратная сторона. Она переняла складки от пергамента. И не совсем ровная. То есть для детских тортов, допустим, делать зеленый и оформлять как полянку, это самый раз. То есть вполне подойдет, как будто пень покрыт мхом и такая вот неровная поверхность. Но когда мы оформляем другие виды тортов, и нам необходимо, чтобы была более-менее ровная поверхность, мы переворачиваем и убираем. Просто вот так вот убираем эту верхнюю корочку, которая она уже, в принципе, прелая получилась. И получается вот такая вот ровная пористая поверхность, которая даже издалека будет напоминать велюровую поверхность. Итак, прикладываем нашу ткань к торту. Переднюю часть мы покрыли, теперь нам нужно заднюю часть покрыть. Да, у вас будут стыки, без этого не обойтись. Стараемся сделать так, чтобы было все вровень. В конце концов, их можно чем-нибудь задекорировать, либо они будут на боковине торта, и я думаю, вот прям так сильно не будут портить торт. Так, теперь здесь смотрите, что я делаю. Вымерять, это если я буду, например, даже сантиметровой лентой вымерять, сколько мне нужно отрезать бисквита, я все равно буду затрагивать торт и, не дай бог, еще деформирую его. Поэтому я предпочитаю ножницами аккуратно отрезать. Когда я училась на модельера-конструктора, это называлось макетным способом. Мы делаем выкройку. И теперь соединяем.
Вот так вот получилось. Обычно я еще видела в интернете, оформляют низ лентами. Я сейчас посмотрю, нужна ли мне будет атласная лента по низу. Возможно, ее и приделаем. Теперь мне нужно заняться изготовлением декора, который будет у меня находиться наверху торта. Пока убираем торт в холодильник. Приготовим один из элементов декора, который будет на моем торте. Это будет украшение из изомальта. Изомальт просто распределяем по коврику. Нам понадобится, кстати, 2 коврика силиконовых. Обязательно силиконовый, пергамент не подойдет. Мне нужны будут прозрачные элементы, поэтому изомальт я не окрашиваю. А так его можно окрасить, в отдельной чашечке высыпаете изомальт и добавляете какой-либо краситель гелевый, либо жидкий. Такое же оформление, только голубого цвета, я делала для торта с русалочкой Ариэль. Накрываем все это дело 2-м ковриком и отправляем в духовку. Духовка должна быть разогрета до 170 градусов, примерно где-то 10 минут все это будет там растапливаться, затем достанем. Вытащила из духовки и сразу переношу с противня на отдельную поверхность. Далее жду немного, когда у меня подостынут коврики, чтобы отделить их друг от друга. Коврики остыли, и можно теперь убирать декор. Чем тоньше слой изомальта будет, тем больше будет вот таких вот дырочек. Изначально в оформлении торта я хотела использовать вот такие вот кружевные чипсы. Если нужно, я сниму видео, как их делать, но они в оформлении тортов довольно-таки непрактичные. То есть в холодильник уже торт не поставишь, так как когда мы вытащим из холодильника торт, на креме образуется конденсат и чипсы наши размякнут. Такими чипсами оформляют торты обычно перед подачей, перед самой. А мой торт поедет у нас в ресторан и еще там будет стоять в холодильнике, поэтому решила заменить на вот такой вот ажурный изомальт, так скажем, ажурную карамель. Мне необходимо разломать этот пласт, по своему желанию задекорировать поверхность торта. И на вот таком вот карамельном ажурном участке у меня будет мой пион. Пион я делаю из вафельной бумаги. Вообще вафельная флористика, она отличается тем, что у нее очень грубые и такие угловатые какие-то формы листов получаются, лепестков вернее. И я хотела именно, чтобы получился вот такой вот ажурный пион. И если долго мучиться, что-нибудь получится. Кстати, писали, что вафельные цветы не едят. Мой пион разобрали по лепесткам. И он был абсолютно не пресный, имел сладковатый вкус. И как я его делаю, вы сможете посмотреть в следующем видео. Вафельные цветы можно класть прямо на крем. Именно на этот творожный крем. Я уже это неоднократно делала, но единственное, что таким образом я оформляю торты именно в день сдачи. Надолго я их не оставляю в холодильнике на кремовой поверхности. Впрочем, все, чем я занимаюсь на своей кухне, я делаю полностью всегда на свое усмотрение. Делаю так, как мне нравится, чего и вам желаю. В конце этого видео я бы хотела высказать свое сугубо личное мнение по поводу японского заварного бисквита, как он ведет себя на торте и какие есть недочеты. Первое – это желательно оформлять таким бисквитом торт именно в день сдачи. Либо накрывать коробкой, если предполагается, что ваш торт долгое время должен провести в холодильнике. Внешняя сторона, конечно же, подсыхает, в особенности срез. Именно мой торт провел в холодильнике 18 часов и при комнатной температуре еще простоял 3 часа. И когда крем немного подтаял, швы на японском заварном бисквите немного разошлись. Конечно, незначительно, но в следующий раз я буду использовать под крем-ганаш, так как он лучше всего держит форму торта. И опять-таки, если подразумевается, что вы оформляете торт за сутки до торжества. Что касается начинки, мои гости все в один голос сказали, что это был наивкуснейший торт, поэтому смело пользуйтесь рецептом с предыдущего видео. И хотела бы отметить, что на канале юбилейное число подписчиков, тортоделов уже 200 тысяч. Не все, конечно, занимаются тортами, многим просто интересно посмотреть, как изготавливают кондитерку. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях, всего вам самого-самого доброго.